Приветствую всех на канале Сад Флоксов. Как вы думаете, о чем наше сегодняшнее видео? Конечно, о флоксах. О чем же еще? О наших любимых и дорогих. А разговор у нас пойдет про такую интересную тему. Как раз недавно снова разговаривали со знакомыми про это. Флоксы и дождь. Что же делать, чтобы флоксы хорошо выглядели во время дождя? Или какие сорта флоксов не страдают от дождя? Или мелкоцветковые флоксы – это просто панацея? Или крупноцветковые флоксы – просто полный вообще кошмар? И сажать их вообще в любом саду нельзя, потому что после дождя они виснут. Вот такие разные взгляды, разные мнения на эту тему у людей. Хочу немножко с вами вместе разобраться в этом деле. Поскольку этот вопрос, в принципе, меня уже давно волнует, летом я сняла небольшое видео на эту тему, но сейчас я немножко поговорю, а видео чуть позже вставим в этот ролик. Смотрите, от чего зависит то, как будет флокс вести себя во время дождя. Несколько есть показателей. Во-первых, будет ли куст падать после дождя, это зависит от толщины его стеблей. Будут ли стебли выдерживать шапочку, которая наполненная водой? Она же тяжелеет, значит куст будет ложиться. Если стебли четкие и прочные, значит даже если флокс будет весь мокрый, он все равно будет стоять. Если у флокса изначально тоненькие стебли, значит он от дождя весь вот так вот упадет. Дальше. Само по себе соцветие. Опять же, несколько вариантов развития событий. Если соцветие очень плотное, там прям вот цветок на цветке, этому соцветию будет вообще очень после дождя тяжело. Когда дождей вообще нету, такие соцветия выглядят шикарно. Вот к ним приятно подойти. Они такие просто вот со всех сторон, как голова пуделя. Просто шикарные. Но после дождя получается такая ситуация, что они все, если даже не то, что висят, но они все вот покрыты водой, у них вода внутри, с боков, везде. И когда они начинают сохнуть, то даже если снаружи они сохнут, внутри все равно мокро. И если ты подходишь, уже вроде он такой более-менее высохший, ты его начинаешь трясти, из него вода во все стороны начинает вылетать. А если ты не подходишь и подходишь дня через 2 к этому флоксу, то ты видишь, что старые цветки, которые были тогда, когда был дождь, они из-за дождя, из-за воды там внутри прилипли, и их приходится выдергивать руками. Это происходит тогда, когда слишком очень густое плотное соцветие. А если соцветие средней плотности, то оно хорошо сохнет после дождя и быстро, и замечательно выглядит. И самая последняя причина, из-за которой флоксы могут выглядеть после дождя хорошо или плохо, это длина и толщина трубки. Трубка есть у каждого цветка, трубка, она держит как раз цветок на соцветии. Это такой главный элемент для цветка, как ручка такая. Так вот, значит, естественно, у всех флоксов по генетике они абсолютно разные. У каких-то есть они прям такие толстые дубовые, которые вот вообще вот что так его, что так, что дождь, что ветер. Он стоит как солдат, как будто его там прилепили каким-то клеем. А есть такие очень тоненькие трубочки, которые от малейшего ветерка все вот так начинают колыхаться. Так вот, именно такие тоненькие трубочки и от малейшего дождя, даже какого-то легкого, они вот так вот повисают вниз. Если цветок имеет длинную трубку, то он в любом случае повиснет. Большой ли это цветок или маленький этот цветок, все равно какой цветок, все равно повиснет, потому что трубка длинная, она хочешь не хочешь, все равно упадет. А если маленький цветок на короткой трубке или крупный цветок на короткой трубке, он все равно будет стоять, хоть даже град, хоть дождь, хоть что угодно. Теперь я прошу вас, посмотрите мое видео. Оно чуть-чуть там эмоциональное, по-моему, даже к концу. Ну, это вот мой взгляд на вещи, взгляд, сформированный практическим опытом за много лет.
Столько много разговоров ходит о том, что мелкоцветковые флоксы такие замечательные, в отличие от крупноцветковых, что они никогда не портятся от дождя, не висят. Но вот на этом наглядном примере хочу показать, что далеко не у всех мелкоцветковых флоксов короткая трубка, и далеко не у всех крупноцветковых она длинная. Вот смотрите, цветки разные, да, одни крупные, другие мелкие. А вот это вот их длина трубок. И очень хорошо, замечательно видно, что вот, например, у этого и этого крупноцветкового флокса трубка короче, чем у вот этого мелкого и у этого мелкого. Почему я обращаю внимание на длину трубки? Потому что это основная характеристика, из-за которой цветы флоксов виснут после дождя. То есть что происходит? Вот, например, цветочек сидит на соцветии, дождь идет, цветок тяжелеет, 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 наклоняется, наклоняется и повисает. Если у него трубка вот такая не длинная, то виснуть-то ему сильно некуда. У него только вот эти повиснут сами по себе цветочки, но он свое положение в соцветии не изменит. Вот берем этот. От дождя он повис тоже, у него листочки поникли, и из-за трубки, из-за длинной он сам вот так вот повис, и получается, что на соцветии все цветки висят вниз. И далеко это не из-за размера цветка, а из-за длины трубки. Мне так надоели вот эти разговоры о том, что мелкоцветковые намного лучше, а крупноцветковые хуже держат дождь. Ну, такая бредовая информация вообще. Просто все зависит от длины трубки. Ну вот, после просмотра видео я хочу еще раз подытожить 3 пункта, благодаря которым флоксы и дождь становятся совместимыми. Первое. Это все-таки короткие трубки, все-таки это самый важный признак. Второе. Это не слишком густое соцветие. И третье – это крепкие стебли. И, конечно же, в своей селекции я соблюдаю эти качества. Если у меня какие-то интересные сеянцы, но которые имеют такие длинные тоненькие трубочки, ну, хочешь не хочешь, приходится их отбраковывать, потому что не будут они красиво себя вести в саду. Поэтому я стараюсь, чтобы мои солдатики стояли на крепких ножках и имели такие же крепкие трубочки. Мне теперь очень интересно было бы услышать ваше мнение в комментариях, так что пишите, с удовольствием обсудим. Спасибо за просмотр. Увидимся. До новых встреч.